Всем привет! Я сегодня с вами в другой шляпе, потому что сегодня очень важная тема. Тема, которая интересует практически всех блогеров, которые ведут свой инстаграм. Всех бьюти-мастеров, которые начинают или уже ведут свой инстаграм. И сегодня мы будем разговаривать о сторис. Это самый важный, самый топовый, самый классный инструмент продвижения, самый классный инструмент для продаж, поэтому вам, безусловно, очень важно понимать алгоритмы продвижения этого инструмента, что же там происходит для того, чтобы наибольшее количество людей просматривали ваши видео в сторис, что там должно происходить для этого, да. И сегодня мы не будем с вами разговаривать, какие видео туда нужно снимать, в каких программах монтировать эти сторис. Мы сегодня будем разговаривать об алгоритмах. Это намного важнее, потому что как бы вы ни постарались, как бы вы ни посмонтировали, но если вас смотрят 100 человек, даже на очень классном видео вас не будет смотреть 500 человек через один день, если вы не используете правильно все инструменты сторис, да, если вы не знаете алгоритмов, как выводить свои сторис в топ, да, чтобы вот эти кружочки, которые у каждого человека в инстаграме наверху, да, чтобы там всегда был ваш кружочек. Это очень-очень важно. Первое, на что влияет на алгоритмы, на показы сторис, это, конечно же, то, как человек взаимодействует с вашим аккаунтом в целом, да, то есть если он постоянно читает ваши публикации, если он постоянно смотрит ваши посты или сторис, естественно, вы будете в первых числах, да, в первых людях, в первой выдаче в его сторис, то есть он с большей вероятностью вас посмотрит. И что здесь важно? Важно, чтобы этот человек досматривал ваши сторис до конца. Это так называемая глубина просмотра, да, это очень важный показатель для всех абсолютно соцсетей, как для ТикТока, так и для Инстаграма, для любой абсолютно социальной сети. Очень важно, чтобы человек максимальное количество времени проводил именно в этой социальной сети. И если при помощи вашего контента соцсеть получает необходимый результат, да, то есть, например, вы выложили 5 минут сторис, да, по 15 секунд, и у вас в целом там очень много сторис, да, и получилось там, не знаю, 5 минут. И если люди досматривают все 5 минут ваш контент, то Инстаграм ваш профиль начнет показывать наибольшему количеству людей, даже которые на вас не подписаны, да, то есть с помощью сторис вы можете также привлекать к себе трафик, но сторис должны быть просто шикарные, да, для этого, поэтому всегда, когда вы выкладываете сторис, обязательно подумайте, да, а досмотрит ли эту сторис человек до конца. И здесь, как правило, два формата. Это видео и фото. И вот поверьте, ваши булки с кофе, да, или как вы идете по улице и снимаете асфальт, никому особо не интересны. Точнее, интересны, и их смотрят, но их перелистывают. И если вы 15 секунд выкладываете в сторис, как вы идете по асфальту, это 100% не досмотрят, да, то есть вы должны очень четко понимать, что нужно сделать на сторис для того, чтобы ее досмотрели до конца. Но не только досматриваемость приводит к расширению охвата в сторис, да. Следующий пункт – это взаимодействие со сторис. Чем уникален этот инструмент, чем вообще сторис уникальны и отличаются от всех остальных платформ для размещения? Тем, что здесь вы можете повзаимодействовать с вашими подписчиками при помощи огромного количества наклеек, да, разных интеракций. То есть человек может ответить на ваш вопрос «да» или «нет». Он может задать вам вопрос, он может ответить на ваш вопрос и многое другое, да. То есть я думаю, что вы все знаете, где находятся наклейки в Instagram Stories, и я вас призываю ими обязательно пользоваться, да, но пользоваться в тему и пользоваться так, чтобы наибольшее количество человек ими, на них нажимали, да, то есть очень важно, чтобы у вас было взаимодействие с вашими подписчиками, и тогда уже вот эта вот ваша по асфальту ходьба,
она в принципе может в том числе, да, ну хотя бы не уронить охваты, она вам не даст какого-то нового количества подписчиков, но она вам не уронит то, что у вас уже есть, да. То же самое с фотографиями, например, если вы выкладываете фото, очень красивое фото, вы там тоже сделали какой-то опросник, может быть, даже на фото, да, но оно у вас висит в сторис 6 секунд, и человек 6 секунд просто не способен, особенно в наше время, да, когда все просто молниеносно и быстро двигается, человек не способен сидеть и смотреть 6 секунд на вашу фотографию, особенно если эта фотография, ну, какая-то не очень презентабельная, не очень классная. В этом случае вы переходите в любой абсолютно редактор видео и загружаете туда фото. И когда вы его туда загрузите, вы увидите, что у вас там, допустим, длительность фото 6 секунд или 5 секунд. И вы сокращаете эту длительность до 1-2 секунд. Это очень важно. То есть фотографии вы должны выкладывать в Инстаграм только длительностью 1-2 секунды, для того, чтобы человек либо просто не успел, да, не успел перелистнуть вашу сторис с фотографией, либо наоборот вернулся к этой сторис, чтобы посмотреть, потому что он за 2 секунды не успел посмотреть эту фотографию. Это очень важно, это сразу резко, классно повышает охваты. Следующий пункт, который тоже влияет на просмотры, на охваты, это когда человек зажимает вашу сторис прямо пальцем. Это очень важно, потому что это значит, что человека интересует ваш контент. Не думайте, что Инстаграм это не видит, он прекрасно все понимает, да, и таким образом человек проводит с вашим контентом большее количество времени, опять же, да, то есть увеличивается глубина просмотра, и ему действительно интересно. В каких это случаях бывает? Например, вы выложили сторис и написали там большой длинный текст, и этот текст действительно интересный. Вы написали либо какую-то историю, либо написали какое-то свое мнение, либо написали рецепт окрашивания, да, либо написали историю этих волос, историю клиентки. То есть вот это вот все сильно привлекает внимание, и человеку хочется дочитать. И если вы выложили это на 2-секундной фотографии, ну, люди просто не способны за 2 секунды прочитать длинный текст. Поэтому с вероятностью 90% этот текст либо зажмут, да, зажмут экран для того, чтобы прочитать, либо перелистнут назад, то есть вернуться к вашим предыдущим сторис, чтобы также это прочитать. Поэтому имейте это в виду, это очень важно именно для охвата. Следующий пункт, который опять же вы можете стимулировать, это пересматривать ваши сторис, да, то есть вы выкладываете какую-то серию, например, на протяжении дня. Предположим, вы делаете какую-то технику окрашивания и выкладываете серию сторис, например, с историей этих волос, была ли она, допустим, с натуральными волосами, когда пришла к вам первый раз в салон, или у нее уже были окрашенные волосы, и вы вот это с утра рассказываете, да, эту всю историю, а вечером просите людей сказать: ребята, вы помните вообще, какая она ко мне пришла, то есть вы завершили это окрашивание уже, да, вы сделали ей, не знаю, классный артач, и спрашиваете: ребята, а вы помните, с какими волосами она ко мне пришла? То есть вы стимулируете людей пересмотреть ваши сторис и ответить на ваш вопрос, потому что вы уже на него ответили в самом начале. Такая же механика, допустим, с буквами. Вы прячете в своих сторис, да, в течение дня какое-то слово, в каждой сторис по одной букве, например, и просите людей найти эти слова. То есть тоже вы стимулируете пересматривание ваших историй. Или, например, это тоже происходит, когда действительно интересный контент, вы даете, например, какие-то рецепты, какие-то схемы, какие-то полезную информацию, да, и люди просто пересматривают, может быть, я не знаю, конспектируют. Допустим, я иногда конспектирую за некоторыми блогерами, кто-то конспектирует за мной, то есть такое бывает, и это хорошо, и это очень классно, потому что люди по несколько раз пересматривают. Например, у вас 100 просмотров в сторис, да, но из них там 25 человек смотрят по 3 раза. Это вы не увидите этого, да, но вы будете видеть это, когда у вас будет расширяться охват. То есть если таких людей очень много, да, то охват у вас будет расширяться. Сегодня вас будет смотреть 100 человек, а послезавтра уже 150, потому что ваш контент интересен. И он интересен наибольшему количеству из вашего существующего охвата. Это очень важно. Следующий важный момент, который влияет на охваты, это директ.
Вообще, Инстаграм считает, что если вам человек пишет в директ, то в принципе все, да, он максимально прогрет, у вас уже там должна состояться сделка, вы записываете уже этого клиента, либо он уже что-то у вас покупает. То есть, в принципе, Инстаграм считает, что это самое ценное для алгоритма, когда люди пишут вам в директ. Поэтому в данном случае очень важно это стимулировать, да, можете придумать какую-то задачу, да, и сказать, что ответ на эту задачу я вам расскажу, если вы мне напишите в директ. Или вы, допустим, у вас есть какая-то полезная штука типа чек-листа, или у вас есть какая-то полезная штука типа бесплатного вебинара. Вот у меня, например, есть бесплатный чек-лист по сторис, который вы можете получить, если напишите мне в директ в Инстаграм и подпишитесь на мой YouTube канал. Я его вам скину моментально, просто сразу же, и он у вас останется на всю жизнь. Там 91 идея для сторис, и вот там вот вы уже как раз сможете черпать разные идеи, да, делать их, оформлять под себя и использовать ежедневно этот гайд, поэтому это очень полезная вещь. Так вот, возвращаясь к директу. В директ вы можете просить людей писать хоть откуда, из постов, из сторис, да, но из сторис это намного проще, потому что у людей, да, вообще, когда вы просматриваете сторис, внизу всегда есть окошко, где человек может написать вам, и именно эти сообщения будут попадать вам в директ. Поэтому ваша задача стимулировать, чтобы люди туда написали, да, то есть вы прям просите их туда написать. И здесь очень многие, не понимают, типа, в смысле просите. Вот очень важно, да, если вы не просите людей ничего делать, они ничего не будут делать. То есть, если вы не просите там делать реакции на сторис, они не будут их делать. Если вы не просите делать какие-то там, ответить на вопросы, да, они не будут отвечать на эти вопросы, кликать там по наклейкам и так далее. То есть, этого всего происходить не будет в сторис, если вы об этом не просите. Следующий важный момент – это если люди делятся вашей историей. В каком случае это бывает? Это, конечно, не самый наилучший, да, способ в плане контента, но это хороший способ для алгоритмов. То есть в каком случае люди делятся историей? Когда вы выложили какой-нибудь шок-контент, да, про свою, допустим, личную жизнь, чего от вас никто не ожидал, да, допустим, когда я переехала и там у меня там я ушла с работы, развелась с бывшим мужем и резко переехала, да, у меня были классные серии сторис, и я видела, что ими очень-очень много делились, но делились в основном мои друзья. И, разумеется, вам нужно понимать, да, что ваши друзья у вас, скорее всего, ничего не купят. Ваши друзья – это не ваша целевая аудитория, да, поэтому делайте такой контент, которым будет делиться именно ваша целевая аудитория. Например, это могут быть какие-то полезные видео, да, полезные подборки, полезные, допустим, там лайфхаки, полезные рецепты, полезные, может быть, какие-то истории окрашивания, да, как выполнить ту или иную технику. То есть, когда вы вот это рассказываете максимально классно в сторис, этим будут делиться, и этим будет делиться ваша целевая аудитория с другими такими же, которых вам нужно в свой блог, да. Следующий момент – это реакции. Я очень часто слышу, что прям это сейчас так популярно, и что всем надо поскорее набрать огромное количество реакций. Да, действительно, Инстаграм очень положительно относится к реакциям на сторис, но многие просто не просят это, да, то есть смотришь сторис, и вроде бы человек написал там, что вот классно, там у меня там все огонь, я на море уехала в Сочи отдыхать, потратила все деньги, которые за полгода заработала, да, ну окей. И, допустим, она может спокойно попросить, там, отправьте мне огня, да, то есть отправить там смайлик с огнем в сторис. Но люди этого не делают, поэтому здесь вам просто нужно научиться правильно стимулировать ваших подписчиков взаимодействовать с вами. Более того, как только они начнут это делать, да, как только они начинают отвечать на ваши вопросы, писать вопросы вам, делать какие-то реакции, писать вам в директ, они чувствуют связь, они чувствуют уже какую-то более такую расслабленную, дружескую атмосферу, да, такую лояльную атмосферу, если можно так сказать. И
И в этом случае, да, именно в этом случае продажи делаются намного проще, намного легче и быстрее. И в том числе это сильно влияет на алгоритмы Instagram. Ну что ж, я рассказала вам все способы, как увеличить свои охваты, и в следующем видео расскажу конкретные идеи для сторис, как их реализовать в сфере бьюти для парикмахеров. Всем пока!